Привет, мои дорогие котики. У нас сегодня будет узкая тема, но я думаю, что кому-то она пригодится, и она у нас будет с вами в багаже наших с вами гаданий. Гадать мы будем на таком вот красивом вороньем таро. И тема для тех, кто думает, остаться ли с нелюбимым мужем или все-таки искать свою любовь дальше, да. И не всем это будет понятно, потому что в основном, что мы делаем, да, мы вообще изживаем отношения с мужчиной, и очень трудно, когда мы с кем-то в паре, да, искать другую пару себе. Очень сложно, и когда вы пахнете другими мужчинами, очень сложно себе найти нового мужчину. Но это касается всех, кроме тех, у кого такая, знаете, горячая чирва в крови. То есть некоторые заводят любовников. Девочки, это мы с вами, я вас готовлю к тому, чтобы вы понимали, о чем мы будем с вами сейчас здесь гадать и говорить. Когда вы находитесь в отношениях с мужчиной, и даже если вы считаете, что это уже недоотношения, это черт пойми что. Дело в том, что все женщины отличаются по энергетике. И когда, вот, например, одной хорошо, она может жить с мужчиной, спать с ним, и в то же время найти себе любовника, или еще больше, у нее хватает еще больше энергетики своей женской, для того, чтобы тот мужчина новый хотел на ней жениться и вытащить ее с этих отношений. Это, девочки, зависит даже не от материального достатка, не от вашей красоты, да, не от молодости либо старости. Это зависит от того, какая у вас энергетика. И как этот другой мужчина реагирует на эту энергетику. Если у вас муж вампир, который сосет из вас любую энергетику, у вас мушки под глазами и все остальное, это не говорит о том, что вы не нравитесь другим мужчинам. Просто другие мужчины вас не замечают. Вы ему минусуете, вы не хотите делиться. Вот как говорят, женщина дает мужчине, да, она мне дала. Пусть и грубо, но это к энергетике тоже относится. И если вы, например, даете что-то одному мужчине, даже если вы не даете, но он с вас выпивает, пьет все соки, извините меня, всю кровушку пьет, да, другие мужчины не хотят вас замечать. Либо они берут именно то, что на данном этапе можно, что плохо лежит, или то, что можно с вас взять. Поэтому у замужних дам очень часто просто любовники, которые вообще ничего не предлагают этим дамам. Не жениться, не вывести ее ни из ничего. Ему приятно с ней просто трахаться, грубо говоря. И все на этом. А почему? Почему он не предлагает большего, да? Потому что вашей энергетики не хватает. Да, может быть, у вас с мужем у вас не все так гладко и хорошо, да, но мужчина, другой мужчина, он видит, что, а что ж с вас взять, да, кроме как полюбить друг друга, да, потрахаться, грубо говоря, вы ничего ему не можете дать. А он думает, а что я его буду вытаскивать, для чего, да? Вот почему? Потому что ему не за что взяться, девочки, да? Нет такого маленького хвостика, которым вы виляете для того, чтобы вас с этих отношений достать. И вот это очень важно перед тем, как мы начнем с вами гадать. Да, это даже не просто болталка. Это, девочки, то, что касается и таро, и что касается магии. Перед тем, как делать какой-то ритуал для кого-то личный, да, я вот эти вот штучки тоже просматриваю, тоже, понимаете? Потому что для один и тот же ритуал для каждой женщины может быть совершенно по-разному сработает. Для того, чтобы знать, как он сработает, надо знать, да, как ты его делаешь, на основании чего ты его делаешь, и все предугадывается на самом деле. Поэтому, если вы хотите, вам надо определиться, да, вы хотите остаться с мужем или, девочки, уйти от него, найти новую любовь. Иногда находится очень качественная и классная любовь, когда мы завязываем отношения с одним. Год, два, три, четыре, у кого-то и пять можно походить в бобылях, в девках, как говорится, да. И после этого, когда ваша энергетика, заметьте меня, восстанавливается, да, находится новый классный мужчина. А когда ты тянешь, хер пойми, какие отношения, да, с одним мужиком, вот такой же недомужик тебе добавляется.
Понимаешь? Потому что у тебя не хватает энергетики. Вот, девочки, вы вспомните, вот когда вы встречались с мужчинами, да, у каждой из вас было какое-то расставание. Не считаем браки, мы просто считаем, например, расставание. Девочки, поддержите в комментариях, у кого такое было. Или кто-то замужем был, а кто-то, например, просто был свободен. Эм, Вы расстались с каким-то мужчиной, да, больно, обидно, досадно, но ладно. И когда вы полностью восстанавливаетесь, да, когда вам уже как будто бы и мужик никакой не нужен, да, и вы такая птица свободного полета, и вам уже приятно и хорошо, обратите внимание, что именно в этот момент находится классный мужик. Почему? Да потому что он клюет на полную, полнотелую, червовую энергетику. Понимаете? Но есть такие женщины, у которой этой энергетики, и сексуальной энергетики, и такой вот жизненной энергетики полно. И поэтому вот у кого-то какой-то мужчина, например, рыцарь в малиновых штанах, он вытаскивает эту женщину из отношений. Просто вытаскивает, потому что я хочу, чтобы она была моя. Я хочу о ней заботиться, да. И они не хотят вытаскивать печальных осликов с этими хромых, да. Они хотят вытаскивать перспективных баб с отношений, да, бороться с мужиками. Поэтому, девочки, обратите внимание, до какого состояния дошел ваш брак, дошли ваши отношения с мужчиной, которого вы хотите сейчас бросить, да, и подумываете, кому бы уйти, девочки. Это очень важно, потому что у нас сейчас расклад будет на две части, да, мы не будем на 4 раскладывать. Тут не 4 стихии важны, не 4 масти. Тут важно, мы отталкиваемся жить с нелюбимым мужем или уйти от него и для новой любви. Мы отталкиваемся не любовь и любовь, девочки. Поэтому для того, чтобы вы вообще поняли и приняли этот расклад, тот, который вы выбираете, еще и посмотрите на себя со стороны. Вы вымотанная браком, вам надоело, вам все хочется послать нахрен. Так чего вы ждете, девочки? Но некоторые сразу думают, ну, я от него завишу, нафиг мне это все ломать, когда оно все есть. Да, и материальное, и дом вместе, и все остальное. Но обратите внимание, да, это как на 2 стульях поехать или на 2 козах, девочки. Будет большой очень шанс, что вы найдете недомужика, как приложение к вашему нелюбимому мужчине, понимаете? Потому что эти мужики, они как животные, они более такие самцы, чем мы с вами, да, у нас больше интуиция работает и практицизм, а мужики, они к нам относятся все-таки как животные, да, в плане самцовости. Вот, и они выбирают как самцы. Как самцу ему всегда нужна вот эта хотя бы энергетически здоровая самка. А если от вас подкармливается, если вы волыните, тянете лямку, да, кормите, обстирываете мужчину, своего бывшего там любимого мужа, сейчас который стал нелюбимым, смотрите, сколько энергетики. Если вы не цветете и пахнете, вот сразу, да, если, грубо говоря, если не цветете и пахнете рядом со своим мужчиной и хотите найти новую любовь, шансов у вас, девочки, ноль. Вот реально. Потому что вам надо цвести и пахнуть. А вам надо найти причину, почему вы не цветете и не пахнете. Если это вампир, найти нормального мужика невозможно, девочки. Это будет какой-то алкоголик-поэт, это будет какой-то альфонс, да, это будет любовник, перетрахарь, грубо говоря, и все. Понимаете? И все. Если вы под вампиром. А если вы он тянет с вас энергетику такую, да. Вам надо цвести и пахнуть. Так как если вы будете цвести и пахнуть, можно с любовника начать, и этот любовник будет хотеть вас выдергивать с этих отношений. Вот самый прикол, да, что вот вы можете понимать, если мужчины, они такие, да, они за хорошее будут драться, они будут за женщину воевать, да. И если ваш любовник хочет выдернуть с вас, с этих отношений, сказать, все, я тебя забираю, да, ты моя, то значит он почувствовал в вас вот это вот здоровье, душевное здоровье. Если он не предлагает, девочки, значит вы больны.
вы душевно истощены благодаря, в кавычках, своим предыдущим отношениям. А тот, кто не предлагает, это как раз относится к поэтам, алкашам, любовникам, перетряхарам, недотряхарам, этим альфонсам и всякой такой нечисти, которая просто как бы вас имеет, да. Говорить он может все что угодно. Тема тяжелая, поэтому... Вообще, я предлагаю вам изначально, да, всегда придерживаться такой фигни. Если вы хотите новых отношений, девочки, лучше полностью завязать старые. Если вам некуда идти, да, то можно как-то разделить, счета разделить за коммуналку, да, имущество как-то разделить. В общем, вот так вот прыгнуть с одного воза, с одной машины в другую машину, девочки, да, это надо быть эквилибристом, таким вот серьезным, понимаете? Потому что можно кости поломать, ого-го как. Поэтому будьте осторожны, конечно же. И надо точно проанализировать. Вам надо цвести и пахнуть, даже в браке. Вот начнете цвести и пахнуть, там губки, реснички, платьице, все остальное, вам захочется жить, вам все классно и все остальное. Можно и в таком вот недобраке быть, да, и найти того, кто вас уведет. Но если вы не цветете и не пахнете, сами себя не уважаете, не любите, тянете волыну и то кроме вот таких вот недомужиков рядом никто стоять не будет. Как половинка к половинке. Но это мое, девочки, личное мнение. Если у кого-то оно отличается, да, то можете тоже писать, высказывайте его, говорите, что хотите, да. Для этого комментарии созданы, для того, чтобы их было интересно почитать. Ну что, давайте сейчас вот и на Таро сейчас посмотрим на два варианта. Остаться ли с нелюбимым мужем, да, или уйти, девочки. Вот что вы будете? Я вам скажу так. Если вы выберете такой вариант, где вам уйти, значит, я вас даже вот поздравляю. Потому что тут будет у вас более такая здоровая энергетика. Вибра здоровая для здоровых отношений. Ну, а сейчас посмотрим. Специально два для того, чтобы еще с вами так поговорить на каждом варианте, да. В чем-то вас, возможно, попытаться убедить, каких-то советов надавать. И, девочки, это будет относиться к нелюбимому мужу и любимому мужу, да. Что тут светит? Поэтому гадаем на два варианта. Остаться с нелюбимым мужем или уйти. И второй вариант. Остаться ли с нелюбимым мужем или уйти. Первый и второй. Первый и второй. Выбирайте, мои дорогие. Ну что, выбрали? Поехали. Будем с вами гадать. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим. Уберу немножко тут камеру. Тут фонит. Свет, точнее. Первый вариант, девочки. 19-й старший аркан Солнца. Солнце, 19-й старший аркан. Вам суждено быть в браке, да, и дело в том, что тут как, блин, Солнце не очень такой интересный вариант для того, чтобы вот прям сказать, да, остаться или уйти. Фишка в том, что вы тут по-любому будете в браке. И дело в том, что если вы хотите от этого мужа уйти, вы не сможете вообще с новым мужчиной быть, пока вы в браке. Вам надо разъехаться, развестись, и ничего не должно, как говорится, связывать эмоционально, душевно, возможно, материально вас с вашим вот этим мужем, от которого вы хотите уйти. И только как только вы уйдете, разведетесь, как говорится, развод и девичья фамилия, вам будет вести. Причем я вам даже обращу ваше внимание, что сразу найдется другой, который возьмет вас замуж. Понимаете? Развод и замуж. Развод и замуж. У вас нету такого, чтобы любовник, например, брал за вас ответственность на себя, там, любил до гроба именно тогда, когда вы в браке. Нет, мои дорогие, тут Солнце, старший аркан, говорит о том, что у тебя браки идут. Выходишь с одного брака, заходишь в другой. Будешь в одном браке,
в нем любви другой не сыщешь, пока не разведешься. И еще такой момент. Очень часто я советую девушкам, не всем, конечно, но некоторым, да, у некоторых фамилии усиливает. Вам надо возвращаться к предыдущей вашей фамилии. То есть, смотрите, даже если вы разводитесь, да, возвращайте девичью фамилию, потому что это будет там нужная вибра для нового брака. Под старой фамилией это вы будете принадлежать вот этой вот старой фамилии, не своей. Так что это очень, кстати, важно. М, Много, вот если честно, процентов 70, если я кого вот вспоминаю, когда мы рассматриваем такие темы, да, мы возвращаемся к написанию в соцсетях имени, отчества, или старой своей фамилии и убираем эту новую фамилию. Но не всем, девочки. У некоторых новая фамилия, она эту вибру усиливает. Она помогает выбирать правильных мужчин. И это уже тоже как-то как опыт ложится на женщину, да, и фамилию некоторым можно не менять. Когда при этой новой фамилии она такая более богатая, успешная, да, стала. По некоторым это видно. А если вообще какие-то неудачи, смените фамилию. Либо даже на сайтах поменяйте, да, в социальных сетях и все остальное. Фамилия на много что влияет. И я бы вам это не говорила, если бы у вас бы не выпадал 19-й, этот старший аркан Солнца, девочки. Из брака в брак. Только завершив одни отношения, вы можете начать другие брачные отношения. А пока вы в браке с этим мужчиной, 19-й старший аркан, девочки. Что такое 19-й старший аркан? Это 1 и 9, да? 1 маг, 9 отшельник. Это все время у вас будет такой добор. Можете заводить, хотите любовников, хотите еще кого-то заводить, но это будут такие вот приходящие, уходящие мужчины, понимаете? Это будут такие, ну не половинки девочки, да, ну не до мужик. То есть каждый ваш любовник, каждая ваши попытки сделать новые отношения, пока вы в браке, вот с этим человеком, с нелюбимым мужем, от которого вы уже остыли, да, это будут недоотношения всегда. Вам надо разводиться и вновь выходить замуж. Разводиться и вновь выходить замуж. Еще такой момент. Если вы, девочки, венчались, иногда такие вопросы, стоит ли развенчиваться с мужем и все остальное для того, чтобы вновь выходить замуж, да? То есть, если кто-то из вас венчался, то развенчивания нет, девочки. Но смена фамилии, меняется фамилия обязательно. Либо вам может даже помочь, если в соцсетях где-то перемените, да, смотрите за такими изменениями. Давайте еще посмотрим. Остаться ли с нелюбимым мужем или уйти от него? Вот он и маг выпал. Он будет все время отпугивать ваших новых мужчин. То есть вы, находясь в браке с этим мужчиной, нового мужчину себе не найдете. Это могут быть такие непонятные какие тени от мужиков, девочки, да. То есть и даже если вам по энергетике, вот вы сильная по себе, да, вы найдете такого хорошего мужчину, и любой другой бы женщине он бы предложила бы замуж. И когда бы вы были бы разведены, он тоже предложил бы вам замуж. Но так как вы замужем, он даже не заикнется. Даже хороший мужик даже не заикнется, чтобы предложить вам замуж. Это раз. А во-вторых, по Таро, а с чего вы, девочки, взяли, что вот этот муж вас не любит? То, что он не любим вами, мы уже, как говорится, выяснили, потому что вы зашли на это гадание и вы выбрали этот вариант. Но, девочки, а с его-то стороны любовь выпадает в вашу сторону. Как ни странно, он вас любит. И он отпускать вас не намерен. Он любит вас, любит. Я даже скажу, что тут стоит вам эти отношения опять работать над ними. Ну, бросить девочки всегда легко, да. Мухомор бросить всегда легко. А вот сварить с него суп, съесть и остаться здоровеньким, то это вообще тяжело. Можно отравиться, да? А можно же и не отравиться. А можно сделать так суп, что запатентовать его, и это еще будет какой-нибудь
лечение от рака всего в мире, да, ну, в зависимости, как подойти к этому вообще вопросу, да, то есть одну и ту же мысль, одну и ту же, одно и то же даже вот вещь, да, можно рассмотреть под разными, из всего отрицательного находить положительное. Так вот, а вы не все выгребли с этого мужа. Вы не все положительное с него взяли, девочки. Он вас любит. Это кармические ваши отношения. Брак этот кармический. Он не будет вас очень так просто отпускать. Вот вы думаете, взяли и пошли? Ни хрена, девочки, ни хрена, такого не будет. Это брак, с которого вот вылезти очень тяжело. И морально, и материально. Я бы над этими отношениями все-таки поработала. Вам выпал любящий маг, маг, который любит. И он не получает от вас той любви, которой бы он хотел. А то, что вы... смотрите, ваш муж выпадает магом. А помните, я вам говорила 19-й старший аркан 1,9 маг и отшельник? Фишка в том, что при этом маге любой мужик, которого вы найдете, будет чисто отшельником. И он будет уходить, а муж оставаться. Я бы с мужем наладила тут отношения, девочки. Все. Портили вы тоже их, наверное, не один год, да, то и восстанавливать тоже не один год. Но можно сделать. Тем более, девочки, вот этот маг, он не выпал у вас, например, просто королем, таким обычным мужчиной, да. Дело в том, что чем больше его любишь, тем больше он вам дает. И он вам еще не все отдал, и очень много что в вашей жизни может поменяться в лучшую сторону, даже благодаря мужу, благодаря тому, что вы с ним будете налаживать отношения. Налаживайте, девочки. Я бы сказала, что надо налаживать тут отношения. И каждый раз, вот когда у вас это будет получаться, маг будет давать вам какой-то дар. Понимаете? А тот мужик, который придет при маге, будет всегда отшельником. И это как бродяга какой-то. Постучался, зашел, что-то посидел, что-то взял, да пошел. Понимаете? Нафиг вам это надо. Тут рисуется такой, знаете, фигура рисуется правильного брака, правильных отношений. И он стал нелюбимым для вас мужем. Почему, девочки? Почему вы его разлюбили, этого мужа? Давайте посмотрим, почему вы его разлюбили. Тройка кубков идет. Он либо где-то посматривает на сторону, девочки, либо это вы посматриваете на сторону. Кто-то из вас из двух посматривает на сторону и как будто бы хочет включить кого-то третьего. Но это не желание включить кого-то третьего для любовных сексуальных отношений, а желание какого-то даже вот ритуала, да? Какого-то обмена энергетикой. То есть, если, девочки, вы хотите развестись с нелюбимым мужем, потому что он у вас гуляет, он гуляет не из-за того, что он хочет секса там с другой, а вы ему разонравились, да. Он хочет как добрать вот эту недостающую энергетику для себя счастливого с другой какой-то стороны. И, девочки, вы, может, поглядываете на сторону, вот что вы пытаетесь найти на другой стороне? Как раз-таки любовь и ласку, да. И пытаетесь это найти у какого-то там отшельника. Так и другой мужчина. Вот этот вот, ой, другой мужчина, говорю, ваш муж, девочки, здесь, да, он как пытается на стороне просто в вашу семью добавить от этой живой энергетики от другого человека, чтобы и вам этого хватило, понимаете? Влить энергетически хочет кого-то. Кстати, очень часто, например, живут муж и жена, да, и мужики часто ходят на сторону, а с женой не хотят разводиться, да, потому что где-то им что-то выбросить надо, выбросить, спустить пар какой-то. Не будешь же на жене сбрасывать пар, можно выбросить пар на стороне. Главное всем этим научиться пользоваться. В общем, ладно. Остаться ли с этим мужем, девочки, или уйти? Таков был у нас план, такой вопрос. Я бы с ним осталась на вашем месте. Вам советуют карты остаться. Они даже не советуют, они говорят.
что ты с ним останешься. Но для того, чтобы не было вот этой вот тройки у вас, да, и чтобы было взаимопонимание, вам надо вкладываться в отношения, и ему надо вкладываться. Просто он у вас особенный, к нему надо особенный ключ найти. Если вы устали находить к нему особенный ключ, девочки, тогда разводитесь. Без развода вы не встретите другого мужчину, будете встречать все время отшельника. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим. Остаться ли с нелюбимым мужем или уйти от него? Расставаться. Расставаться, девочки. 13-й старший аркан. Нелюбимый муж. Мы гадаем на нелюбимого, который вам надоел. 13-й старший аркан смерти выпал. Смерть, все, тут уже закопано, девочки. Все, у вас другие жизни, у вашего этого нелюбимого, подчеркну, нелюбимого мужа другая жизнь, у вас другая жизнь. Вам надо расходиться, расставаться. По крайней мере, если вы не можете прям с ним развестись и все остальное, не живите вместе, не живите вместе, не носите его фамилию, да. Даже находясь в браке, фамилию можно вернуть, изменить на любую другую, которая у вас была, это точно. Да. Остаться ли с вашим нелюбимым мужем или уйти? Почему ты должна с ним быть? Ты с ним не должна быть совершенно. Королева Пентаклей выпала. Это ты выпала. Для тебя лучше будет, если ты уйдешь. Ты должна восстанавливаться. Вот после этого... А ты в курсе, что ты заболела, заразившись чем-то от него, от этого мужчины? Ты приобрела от этого мужчины какие-то болезни. Это могут быть паразиты, либо это венерические заболевания могут. А вы в курсе, девочки, что рак тоже передается от человека к человеку, как вирус? Кстати, рак тоже пытаются лечить в США вакцинами дорогими. Тут ничего не будет, девочки, хорошего в этом браке. Каждый живет другой жизнью, непонимание. Ты приобрела еще какие-то болезни благодаря тому, что ты... А что это за брак? Это даже браком не назовешь. Как ты влезла в этот брак вообще? Как ты в него влезла? Почему ты не слушала свою интуицию, когда с ним начинала жить, выходить за него замуж? Ты не слушалась. У тебя были звоночки, что не надо с ним быть, а ты не слушалась. Заразилась от него чем-то ты. Хочется тебя, знаешь, как говорится, спасти. Королева Пентаклей, которая оступилась. Ведьмочка, которая оступилась. Причем, девочки, мы с вами уже так в болталках болтали, но тут немножко повторимся. Очень часто такая фигня, вот у тебя по ведьмовскому фигня произошла, да, с этим мужиком. Ты вышла замуж не за того. Мы иногда, ведьмы, по незнанию, по малоопытности такой житейской, выходим замуж за кого? За лярв, за всяких чмырей, извините меня, знаете, которые к нам тянутся, потому что они тянутся за силой, да? Это лярвы подгребают очень часто, и они хотят нас слушаться, как ведьм, да? А мы вот благодаря, в кавычках, малоопытности принимаем это за настоящую любовь, за чистую монету. Дальше. Ведьмы очень сексуальны, очень сексуальны. Ведьмы тянутся к ним. Мужчины, если они, конечно же, ведьмы сами не отключают свою сексуальность, да, для того, чтобы их никто не трогал. В общем, он притянулся к вашей сексуальности. Он вам не пара. Вот этот мужчина вам не пара, девочки. Вам лучше быть даже одной, а потом еще и найти кого-то, если вы захотите. Но смотрите, к вам как кто тянется, девочки. Он притянулся к вам по плохому пути. Он не по любви к вам притянулся. Он притянулся по каким-то нуждам, скажем так. Давайте еще посмотрим, остаться ли вам с этим нелюбимым мужем или уйти. Уходить, девочки, надо.
Рыцарь мечей выпал, еще и карта смерти. Ваш вот этот брак не очень хорошо закончится. Хотите правду, девочки? Вот некоторые говорят, что-то я не поняла с расклада, а что же мне делать? Типа, уходить или остаться? Бывают такие, да? Говорю, уходите, потому что этот брак ничем хорошим не кончится. Мордобоем, девочки, битьем, вдовством каким-то, вот этим всем кончится вот этот вот брак. А знаете почему? Потому что он не заключен на небесах. На небесах. Нет. Ничего, девочки, от любви тут нету. Это была ошибка изначально. Кто-то вам, может, в уши нассал, как говорится, в глаза. Божья роса, да? Это просто ведьма может принять еще мужчину за настоящую истинную любовь, хотя это нифига. Вот знаете, как девочки-ведьмочки мои дорогие, отличить настоящего мужика от недомужика, мужика для ведьмы. Мужик для ведьмы это тот, который ей дает. Где дает ведьма, это не ее мужик, это по нуждам пришедший мужик. А если мужик вам дает вот больше, чем вы ему, да, это значит, что это по любви он пришел. Все просто. Вот такие дела. Так что, конечно, разводиться, конечно, не жить. Нафиг вам вообще это надо было. Ну, вот такой вот, дорогие мои, расклад. Я говорю по раскладу. А вам, это никто ж не говорит, прям иди сейчас разводись. А вы подумайте, девочки, все так ли, как вы выбрали в этом раскладе. Все, котики, люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас жизнь будет счастливая, богатая и здоровая. Пока-пока.